Привет всем хорошим людям! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Наш проект BRDM, мы продолжаем заниматься. Сегодняшняя наша серия – это покраска. Наконец-то, в принципе, надеюсь, в этой серии мы полностью подготовим машину уже к эксплуатации. То есть покрасим, подкрасим, где-то, может быть, даже куда-то прокатимся, не знаю. Пока не хочу загадывать наперед, но искренне желаю, чтобы мы очень сильно продвинулись в этой серии. Сейчас нам предстоит зачистка, много зачистки, поэтому ставим камеру на таймлапс. Я, как вы заметили, опять в майке Фредди Крюгера, вашей любимой майке. Вот, не знаю, почему такие ассоциации у вас, но, наверное, так вы видите эту всю ситуацию. Огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Если есть желание, то обязательно проходите по ссылкам в описании, подписывайтесь и наслаждайтесь контентом, и тем самым будете поддерживать параллельно и нас. Все, вам я желаю приятного просмотра, ну а мы сейчас переодеваемся и начинаем зачистку. Грязная одежда, зачистка. Также огромное спасибо нашему зрителю и подписчику Денису, который нам сейчас это все поможет сделать. Начинаем. Целый день у нас ушел на зачистку BRDM, но здесь мы будем красить раптором, поэтому немножко качество зачистки, оно, такое не прям суперское, потому что покрытие будет шершавое и сильно не будет видно все косяки. Вот, поэтому вдвоем мы с Денисом справились, прям усиленно поработали, и я думаю, будет классно. Сейчас моя задача, это нам нужно сделать там защиту, сейчас все покажу. Ну и BRDM практически готов к тому, чтобы его пробовать красить. Я хочу его еще обдуть, обезжирить перед покраской, естественно. Но прежде нам нужно зачистить переднюю часть, запустить мотор. Еще я не знаю, как покрасить мне вот здесь эту часть, которая под крышкой водомета, там тоже нужно как-то залезть туда, зачистить. Ну, типа открыть, покрасить, потом закрыть. Я вообще не знаю, если честно, как это должно выглядеть. Но как-то нужно это сделать. Так что будем заводить сегодня BRDM, поднимем волнощит и также посмотрим, что нам сделать с этой конструкцией. Ну, а пока что займемся волнорезом. Еще одна вещь, которая мусолит мне глаз, это вот эта вот вмятая труба. Сейчас хочу сюда сделать вставку. Это алюминий, поэтому, конечно же, это будет немножко проблематично. Но, тем не менее, сейчас просто кусочек сюда алюминия вставим, чтобы это выглядело все аккуратней, симпатичней. Потому что, блин, прям не могу. Бесит. Что-то куда-то кто-то врезался. Это такая защитная деталь из алюминия, которая всегда страдает. Да, она сделана для воды, но на самом деле она страдает от бездорожья. Согнул я вот такую запчасть из алюминия. В тисках огибал вот эту трубу, ничего сложного. Сейчас ее обрежу, запакуем и на заклепочки возьмем. Заводские заклепки на этой волнозащитной защите, смотрите, такие вот, какие-то, по-моему, металлические, если честно. Не алюминий, это больно тяжелые для алюминия. Ну, сейчас будем пробовать.
Одел я нашу вставочку, в принципе, вроде будет выглядеть красиво. Ну, вот так получилось, по-моему, вполне достойно, красиво. Ну что, поднял щит я. Сейчас обстучу вот эту алюмишку, закреплю ее сюда заклепочками. И будет все хорошо. Вроде как отлично. Сзади за щитом я здесь тоже сейчас зачищу все, чтобы нам прокраситься. И потом, наверное, как бы здесь покрасим, закроем щит и будем красить. Такое себе, блин, все это. Сзади тоже наш водомет, он открывается и будет появляться родной цвет. Или как здесь делать, потому что вот эта часть... Она тоже, к сожалению, надо, чтобы была прокрашена. Как здесь наш водомет? Все отлично. Так, взял зажимные. Ими удобно. Прижал, просверлил. Заклепал. Вот так. Все, завод. Мы постоянно, друзья, в гараже что-то пилим, изобретаем, ищем по всему миру нужные нам запчасти на наши эксклюзивные проекты. Теперь мы выходим на новый уровень и сможем печатать запчасти. Встречайте шедевр в мире 3D принтеров. До сих пор один из лучших принтеров для дома и мастерской. Самый надежный, быстрый и простой. Bambu Lab P1. В народе называемый бамбук. Этот принтер, кстати, оптимально подходит для новичков, таких как я, которые ничего не понимают в 3D-печати, но очень хотят разобраться. А еще он простой в использовании, достаточно скачать приложение через смартфон, подсоединиться к принтеру, зарегистрироваться на сайте Моделек, скачать вам интересную, либо нарисовать саму, и можно приступать к печати. А еще крутая фишка, что принтером можно управлять с любой точки мира. И сейчас я все подготовлю и покажу вам, как это работает. Самое главное, это инструкция для быстрого старта с этим принтером. Сменное сопло, которое меняется здесь предельно просто. Комплект болтиков, смазка для направляек. И на самом деле, когда открываешь все это оборудование, такое ощущение, как купил вот новенький смартфон какой-то, все такое классное, все так красиво сложено. Круто. Скачиваем приложение. После скачивания приложения мы ждем, пока они спарятся вместе, принтер и наш телефон. После этого мы сможем начать калибровку и будем уже готовы к печати. Начался процесс калибровки. Написано, что будет издавать очень мощные звуки. Печатаю мой первый проект. Вот такая лягушечка. Управление с телефона. Работает все четко. Смотрите, какая красота получилась.
Так она отклеивается. Опа. Такая точность печати. И достаточно, кстати, быстро напечаталось, что свидетельствует о высокой скорости печати. Класс. Нужно попробовать что-то посерьезнее. Думаю, эта лягушечка будет очень классный подарочек Гале. Кстати, можно, видите, и подарки тоже печатать. Но пока этот 3D принтер преобразит наш гараж. Я же здесь уже навел порядок. Поэтому сейчас хочу напечатать вот такое крепление для пневмоинструмента. И вот такое крепление для наших электроинструментов. На самом деле устройство крайне интересное, как будто пользуешься каким-то крутым гаджетом. Работает все четко, прям интересно очень заниматься. В приложении есть тысячи макетов для разных сфер. А ведь еще можно и самому нарисовать и напечатать. Это очень круто. Вчера печатал до 12 ночи, не мог оторваться. Управление полностью с телефона, а также у принтера, как выяснилось, есть встроенная камера. Можно записывать процесс печати или просто лежать в кровати и все контролировать. Смотрите, какие классные крепления получились. Это крепление для пневмоинструмента, вот это крепление для электроинструмента, а это крепление для отверток. Тоже решил напечатать, очень понравилось мне такой вариант хранения отверток. Оцените, кстати, качество печати. Теперь у нас в гараже будет еще больший порядок, весь процесс предельно интересный, захватывающий. Но если вам тоже захотелось попробовать себя в 3D печати, то ссылку я оставил в описании. А по промокоду, который видите на экране, скидка будет 5%. Проходите, изучайте и вперед! Вот та куча, которая нам понадобилась абразива, чтобы зачистить наш весь БРДМ. Но официально можно заявить, что сварочные работы и зачистные закончены. Вот. И это победа! Ну а теперь нам предстоят покрасочные работы. Они тоже нудные, тем более, что мой нос не очень любит это все. Но вариантов нету. Естественно, из всех специалистов, которые взялись за покраску БРДМа, был только один в нашем городе. Это я. Сейчас все обдуваю. Берем обезжириватель. Все проходим потихоньку, не спеша, тщательно обезжириваем. Это в покраске очень важно, потому что это будет свидетельствовать о качестве, крепости держания материала. Обязательно обезжириваем. На пыль ни в коем случае нельзя. Лучше потратить один лишний баллончик обезжиривателя, точнее бутылочку, но зато будет все обезжирено тщательно. Обезжириваем мы сначала верхнюю часть, я думаю, и будем смотреть по количеству материала. Сколько у нас будет хватать. Например, если нам на какую-то часть не хватит, то мы тогда будем докупать, потому что я немножко переживаю за количество материала. Общий объем порядка 17 литров, ну 17 плюс-минус. Посмотрим, что с этого выйдет. Я уже начал обезжиривание БРДМа. Здесь внизу тоже подмел все дополнительно. Тряпочка, чтобы залазить наверх. Чуть-чуть прошелся водичкой, чтобы не так все это пылило. И потихоньку, медленно протираю. Протираю бензин керосином. Очень классная штука для обезжирки. И недорого сам. Бензинный растворитель. Вот. Так что сейчас мне предстоит все это пройти. И потом начнем замешивать материал. Ну что ж, вот так выглядит наш материал. 3 банки. RAL 9005, RAL 6003 и RAL 8011. Коричневый, зеленый и черный. К сожалению, во время транспортировки банки немножко пострадали. Но будем надеяться, что все хорошо. Сейчас моя задача правильно его разбавить. И будем пробовать наносить. Сначала буду размешивать половину этого половину и этого половину. Вот, а потом уже будем приступать к покраске. Так что начинаем. Разбавляю при помощи шуруповерта, потому что по-другому не получается. Очень достаточно густой состав. А чтобы отполовинить, мне пришлось вообще его переливать туда-обратно вместе с разбавителем. Только после этого я достиг равномерной консистенции.
Для меня это первый опыт такой вот, как бы, ну, скажем так, покраски через пульверизатор. Урала мы красили просто пистолетами. Ну, посмотрим, что выйдет. Я думаю, можно красить. Вот такая консистенция. Прям течь не хочет, как бы полупадающая. Ответственнейший момент. Пожелайте мне удачи. Все, друзья, я закончил. Очень устал, честно вам признаюсь. Ровно 8 часов я красил, сейчас 8 вечера. А где-то в 12 я начал именно процесс покраски. Я не говорю про то, что там я зачищал, обрабатывал и т.д. и т.п. Конкретно покраска 8 часов. Поначалу все шло достаточно медленно, потому что приходилось разводить краску. А потом, когда уже развел все цвета, то чуть быстрее пошло, но тем не менее. Останавливался я только на полчаса, пообедал, Галя привозила покушать, и все. Вот, но принимайте работу. Вот такой вариант у нас получился. Честно вам скажу, я немного расстроился. Мне как бы, ну, не совсем нравится, но как нормально. Вышло слишком стандартно, но тем не менее. Не знаю, насколько камера передает. Обязательно еще выгоним его на улицу потом. Когда краска засохнет хорошенько, мы выгоним, посмотрим, как он будет смотреться на улице. Но вот спереди такой вид. Освещение, наверное, чуть-чуть мешает, но тем не менее. Вот такой вышел вариант. Наверняка вы напишите в комментариях, что вот тот желтый цвет вместо этого коричневого, и это было бы бомба. Но мы учимся на своих ошибках. Дело в том, что мы ограничены раловской палитрой. Вот. Я не хотел сильно ярких цветов, но когда я только начал красить кукушку нашу, да, надстройку, то было видно, что вот зеленый, черный и вот тот желтый прям вообще было бы супер. Он бы был сильно яркий, конечно, такой вариант, он, ну, чуть поспокойнее, более классический. Поэтому цвета, номера цветов я вам называл. Если вдруг вас устраивает, потому что вы сами знаете, что на вкус и цвет товарищей нету. Но как бы чуть-чуть ну, может, он еще присмотрится, все нормально будет. Ну, как-то вот первоначально, как начал красить, так сразу вижу, что, блин, ну, чуть-чуть не то. Я хотел бы коричневый потемнее, конечно. Ну, ничего страшного. Черного у нас чуть побольше. Материала ушло, да, я, кстати, забыл вам сказать, что пульверизатор у меня Дюза 3.0. Очень толстый он, вот. То есть он достаточно такой вот специально для этого материала. Но чтобы им создать шагрень, это достаточно тяжело. Почему? Потому что как только начинаешь красить, он закакивает в соседнюю плоскость. Если красить не камуфляж, а именно просто всю машину целиком, шагрень можно создать этим пистолетом, будет нормально. Вот, но если красить камуфляж, то только оклеивать. Других вариантов нету. Вот, оклеивать, и тогда можно будет создавать шагрень достаточно такую мощную. Ну, в нашем случае, ну, вот такая она. Я сейчас сильно не хочу, она еще не засохла. Ну, кое-где. На зеленом она вот похуже. Особенно вот эти переходы, как-то боишься закидывать это все, поэтому
не супер получается, можно так сказать. Ну, это, друзья, если придираться, вот прям придираться. Плюс не набита рука, знаете, это нужно тоже все набить, потом уже заниматься. Но в целом БРДМ преобразился. Ну, красавец. Мы вклеим окна, этим мы тоже займемся, но только когда уже все засохнет. Я не знаю, вот так все взвесил, блин, может быть правильно было, ну, сразу вклеить окна, потому что сейчас, получается, буду ходить по этому всему, и, соответственно, надо ждать, пока все высохнет, да, потом все нормально, ничего ему не станет. Ну что ж, красота, покрасил руку, один раз упал очень сильно, блин, прям кусок краски снес, но, правда, быстренько побежал, сразу краску эту стер. Вот, потому что я-то знаю, что такое краска, если она высохнет. Ну, когда расклеим, все будет выглядеть еще красивше. Честно. Ну, вот уже красивее. Ладно, я отправляюсь домой. Но продолжим мы, наверное, вклеивать окна. Материала ушло по 3 килограмма. 3 килограмма каждого цвета ушло на БРДМ. Ну, вот, примерно ориентируйтесь. В 2 слоя прокарас, не жалея, вот по 3 килограмма ушло. Итого 9 килограмм, плюс отвердителя там примерно было где-то с килограммчик, да. Ну и разбавителя с килограммчик. То есть, ну, даже разбавителя чуть больше, 2 килограмма. То есть, получается 9, да, где-то 12 литров всего в общей массы. Вот разлито. Ну, нормально, пойдет. Ну, уже совсем другое дело, красавец стоит. Утро следующего дня. Да, вчера пришлось здесь повозиться, друзья. Прикурил я конкретно допоздна, но тем не менее. Утром сегодня пришел, вроде так и красиво смотрится. Краска чуть присела, не такая яркая. И прям то, что надо. Ну, мне уже начинает нравиться. Сейчас хочу выгнать его на улицу, пока солнышко. Пусть он греется на солнышке, высыхает тщательно. Потому что пока что дальше мы ничего не будем делать, чтобы краска уселась очень хорошо. Потому что даже чтобы ставить стекла, нам нужно будет ползать по нему. Лучше пусть он подсохнет. Мы не спешим. Дима, только мне надо, чтобы ты помахал, потому что зеркала еще не установлены. Я нифига не вижу. Нет, не так. Ура! БРДМ! Зажигание. Так, заводим. Вот так заводится пушка. Что это значит? Руль туда. Зачем туда руль? Потому что ты криво едешь. Лево, 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 давай, давай. Хорошо взял с буксом? Ну типа того. Ну пусть стоит так. Кидай. Чих-пых, дрынь-бым-бым, блин. Ну, неважно, ладно, мы разберемся. Но он сейчас прогрелся нормально. Это он без подсоса, так он чикает, пыкает. Ну, пусть на солнышке греется. Честно скажу, уже больше нравится. Но есть не прокрасы. Там прямо вот где водитель видит, блин, фару не докрасил. В общем, косяки. Он подсохнет на солнышке, я думаю, он будет выглядеть гораздо-гораздо красивее. Мечта сбывается, не сбывается, любовь приходит.
о любви нечаянной кто-то сказать осмелится. Если поверишь в это, сердце не закрывай. Заехал домой на обед, но и решил вам показать. Балую здесь с 3D принтером. Дистанционно включил печать и работает. Вот он уже почти напечатал. Это маленький подарок для Гали, полотенцедержатель. Вот печатается. Здесь у меня есть разные цвета пластика. Красный, зеленый, синий, белый. Можно менять, просто меняешь катушку. Она здесь цепляется на другой цвет. И, соответственно, можно получить другого цвета деталь. Так что такая вот тема. Сейчас хочу еще для гаража кое-что напечатать. Покажу вам чуть позже. Для гаража хочу напечатать ключницу. А то у нас ключи валяются по всему гаражу. Просто выбираем в приложении. Нажимаем «Подготовка к печати». Next. И потом даже можно посмотреть вот 3D вид, как это что будет печататься. И после этого выбираем пластик, который будем использовать. И просто кнопку старт. Телефон отправляет на печать. И все, вот он будет печатать. Вот наш крючок. Загружает. И буквально через 2 минутки уже будет печать полным ходом. Ну, вот он уже начинает. Вот здесь интересно, чистит сопло, выплевывает там в задней части старый кусок пластика и начинает печать. Вот так процесс происходит. Сейчас он позиционируется и потом начинает печать. Вот так происходит процесс печати. И приложение мне показывает, что он будет еще печатать 25 минут. Очень удобно, что ты видишь, через сколько он закончит печать. Крючки почти готовы. Получается очень красиво. Все, финиш. Крючок готов. Теперь хочу еще напечатать вот такой держатель для дисков. Потому что диски от болгарки у нас валяются по всему гаражу. Вот тоже, как обычно, выбираем. Тип пластика. И погнали. Ну вот, 1:20 будет печатать. Процесс пошел. Как красиво. Вот такой кронштейн у нас вышел для шлифовочных дисков. Теперь они не будут валяться по всему гаражу, как и ключи от наших грузовиков. Все будет на месте. А еще я забыл вам показать подарок для Гали. Вот такой красивый держатель для бумажных полотенец с котиком удалось напечатать в качестве подарка для Гали. Она довольная там носится. Я к чему, друзья, что с помощью 3D принтера можно не только печатать ништяки для нашего гаража, но и радовать своих родных, близких, детей, родственников, друзей и так далее. Если вас заинтересовала тематика 3D печати, то заходите в описание. Напоминаю, что я там оставил вам ссылку. Проходите, изучайте и помните, что по промокоду CustomTrack вас ждет 5% скидка. Залетайте в описание, изучайте, развивайтесь и пользуйтесь. Мы продолжаем покрасочные работы. Следующее, что нам нужно окрасить, это колесные ниши и нижнюю часть днища. Будем использовать ту же краску, которая у нас осталась. Вот она мне нравится в плане вот такого цвета хаки. Вполне себе классная. Вот, так что сейчас больше поэкспериментируем, посмотрим, как краска ложится, чтобы больше привыкнуть к этой краске.
БРДМ еще преобразился. Покрасил я колесные арки, барабаны, диски. Красота. Но вы знаете, нравится, честно. Здесь тоже арочки, все аккуратненько прокрасил. Вот теперь такой у нас красавец. Ручку я на Озоне заказал, пришла УАЗовская, попробую тоже ее замудрить. Вот, ну и что скажете? Стекла нужно вклеивать как-то. Вот, видимо, здесь мне придется зачистить. Вот это сделать рисочку такую, чтобы хорошенько брался клей. Потом промазать этим черным, как он, праймер. И потом пробовать. Не знаю, но, наверное, надо дождаться, когда приедет Юра или там Дима. И вместе с кем-то это делать, иначе быть косяку. Вот, ну, а по-моему, сейчас он выглядит еще красивее. Прям нравится, честно. Сейчас закинем зеркала, закинем еще дополнительные фары, которые у нас не установлены, и будет красота. Вот сюда нам нужно установить еще 2 фары. У меня как раз есть такие вот. Будет смотреться балдеж. Огромное спасибо нашему подписчику Николаю, который подарил нам эти зеркала. Вот они и пригодились. На БРДМика. Сейчас залезу вовнутрь и попробуем их выставить. Все, зеркала выставил, можно зажимать. Смотрится в них вроде бы нормально. Хотелось бы чуть лучше, конечно, но тем не менее. Как бы борт вижу, но чуть-чуть отдаленно, потому что не выступает за борт. Но будет нас вот спасать от веток, наверное. Единственное, может быть, все-таки ниже их поставить. Да, наверное, ниже поставлю, чтобы ветки не так бомбили. Порядка 6 лет фары лежали у меня. Вот эти для БРДМ. Ждали своей очереди. И вы знаете, по-моему, вот тот момент настал, когда мы их установим и не будем жалеть. Эти фары часто устанавливают на УАЗике, на буханке, куда только угодно. Фары действительно классные, брутальные, очень красиво смотрятся. Сейчас мы их отмоем от этой пыли вековой и установим на наш БРДМ, наконец-то, спустя столько много лет. Здесь интересная конструкция, просто пружинку нажимаете рукой и открываете светомаскировку. Мне не совсем удобно, но такая интересная конструкция. Гулять да гулять. Новые задние фонари и новые передние фонари, редчайшие фонари. Ставим все новенькое на БРДМ. Хьюстон, у нас проблемы. Есть. Он, кстати, в хорошем состоянии. Поставим новый. Пришлось поменять лампочку. И у нас здесь, как выяснилось, 12-вольтовые лампочки стояли, но это не страшно. У нас откуда ни возьмись взялась жара. Прям пуш-сало плавится. Во время закручивания таких болтиков язык нужно вот так делать всегда. Это как минимум. Иначе закрутить нереально. Да, здесь, конечно, доступ такой себе.
Все выставлено в уровень. Красота. Слушайте, ну классно будет, классно. Сейчас буду делать противоположную сторону. Там тоже придется, блин, повозиться, но уже гораздо красивее. Ну как вам, а? Ведь красиво, а, народ? Вообще классно. Обалденно. Юра приехал. Ну, огонь. Мне очень нравится, когда мы ставим стекла. Сделаем еще что-то, нам еще нужно сделать здесь спереди, забыл. Там снизу тоже мосты покрасил. Все красивенько, аккуратненько, все выглядит вот так вот. БРДМ, огонь. С каждой вот этой мелочевкой он выглядит все красивее и красивее. Задние фонарики поставлю завтра. Сегодня уже не успеваю, уезжаю домой. Шумка это отклеивается. Фуфло, в общем. Не знаю, какое решение нам придумать здесь на внутренней части. Но я очень не хочу делать сюда панели, честно, друзья. Это займет очень много времени. И, ну, это займет очень много времени. Стекла метили? Серьезно? А здесь стекла? Можно резинки принести? Рома, расскажи, у тебя большой опыт со стеклами? 12 лет. И все напрасно? Все хорошо. 12 лет. Ладно, друзья, мы начинаем вклеивать стекла в БРДМ. Ответственный момент. Поэтому пристегните ремни и держитесь покрепче за диван, чтобы у нас все получилось. Так, давайте песок скажу. Давай, да, чтобы можно было... Потому что это может быть справа, слева, внутреннее, наружнее. Ну, сейчас померяем, чтобы наверняка. Вот, наверное, не отсюда. Или... А, не, похоже. Так, это будет вот это. Угу. Так? Давай, да. Красивый зазор сделаем. Ну как там, Ром? Да, вот это оно с этой стороны по-любому. Почему? Потому что здесь она короче и 100% под нее и вырезали. Все отлично. Вот. Есть один момент, вот этот. Вот его надо будет убрать здесь. А что там? Вот, посмотри. Видишь, он очень близко. Сейчас я его убить, попробую Смотри, я могу вот так вот подстасовать. Вам что? У тебя была возможность... Не ставишь. Я оставлю. Хорошо? Да. Я оставлю. Ложим. На меня надо чуть-чуть. И ниже надо, Ром. Не-не-не, у Кирилла ниже надо. Кирилл, Смотри. опускай. Опускай. Все, опускай. Опускай, сейчас будем высоту делать. Не ставишь, стараешься. Сейчас. Надо на меня. Вот так. А то и больше. Ром, ты точно это стекло? Пусти. Да. Ну, все нормально, в принципе. Давай. Кидываем. Кидай. Парни только что уехали, ну, вроде все получилось, немножко тут, ну, чуть-чуть накосячили, ну, прям вообще мелочевка, это если доколупываться, где-то чуть осталось больше герметика, и поэтому, когда скотч убирали, он сейчас стоит, но потом, когда он высохнет, вот этот герметик на проемах, то мы потом его лезвием срежем, и будет все офигенно. Ну, а так, я не знаю. Наверное, ветер, Дима, надо переснимать. Роме еще раз огромное спасибо за то, что помог. Вот, ну и БРДМ сразу преобразился. Даже вовнутрь залазишь, ты вот ощущение автомобиля. До этого было такое ощущение, что ты садишься в какую-то непонятную машину с этими дырками. А сейчас уже ощущение вот конкретно, что ты в тачке сидишь. Ну и внешне он преобразился сразу. Сейчас он должен высохнуть, очень этот герметик, щепетильное дело, он должен высохнуть. И после того, как он высохнет, уже в следующих сериях мы, конечно же, куда-то поедем, прокатимся.
Но там нам надо еще в салоне чуть-чуть доделать. Ступеньку на входе сделать и установить сиденье. И в принципе можно будет уже куда-то кататься. Но это все в следующих сериях. Огромное вам спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться, ставить лайки, чтобы не пропускать следующие серии. Вам я хочу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ, здоровья и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.